Ну, в общем, меня зовут Павел. Я из Москвы. Собственно, семья, которая тоже со мной сейчас не приехала, тоже у москвичи, любители автомобильных путешествий. Но почему автомобильных? Потому что, видимо, то есть я с детства просто увлекаюсь автомобилями, у меня автомобильное образование, там, автомобильный дизайн, конструирование кузовов и так далее. Вот. И занимаюсь, в принципе, я в жизни тоже, у меня работа связана с автомобилями, с эксплуатацией. Вот. Соответственно, и путешествия, и в свой отпуск мы, в общем, всегда передвигались на автомобиле. Ну вот, передвигаться начали давно, как машина появилась, в общем, сразу начали, собственно говоря, путешествовать именно сразу на автомобиле. Вот. Начали сразу с таких длительных маршрутов, то есть мы поехали во Францию, это было в 99 году, на своей машине. Вот. И с тех пор, в общем, это за тебя затягивает, как у многих. То есть приезжаешь, уже начинаешь на обратном пути думать, маршрут, куда поехать дальше. В общем, так это все и происходило. Много было машин разных форматов, то есть легковые автомобили, потом минивэны какие-то, потом микроавтобусы, автодом, снова микроавтобусы, брали в прокат, то есть разные способы пробовали. Так скажем, ближайшее уже все было объезжено, то есть мы там уже в микроавтобусе на своем добирались куда-то подальше, и там уже брали в прокат автодома. Вот, то есть там где-то в горах или там на море, там можно путешествовать совсем уже удаленно, потому что мы объехали, в общем-то, в основном ездили в Европу и объехали все страны, там, кроме самых уголков, там, то есть Ирландии, там, Португалии, то есть куда мы не добрались. А так, в общем, во всех странах мы побывали. Ну, это почти уже там 20 лет, наверное, этим занимаемся. Поэтому вот, и так потихоньку вот пришли, и сейчас вот снова автодом, который, в принципе, вот на сегодняшний момент соответствует текущим нашим влечениям в жизни. Автодом мы выбирали, конечно, уже осознанно, потому что, во-первых, у нас это не первый автодом, вот, и плюс был огромный опыт проката. То есть мы порядка пяти прокатных контор в Европе, там, Макренты, там, чешские несколько прокатных контор, то есть попробовали и Дефлеции, и Бюрснеры, разные, и Санлайты, то есть разных производителей, разных марок, в разной конфигурации, альковники, полуинтегралы, в общем, с разным оборудованием, начинкой длины, поэтому, конечно, мы уже там выбирали именно то, что для нас подходит лучше всего. Вот. То есть до этого у нас там были полуинтегралы, но тоже были небольшие, то есть у нас не было туда еще ребенка, поэтому путешествовали вдвоем. В общем, был такой компактный Hummer, на котором, собственно, мы там заезжали везде, где не могли проехать другие караваны. То есть он там был достаточно низким, там 2,70 высотой и до 6 метров в длину. При этом это был полноценный зимний, хорошо отапливаемый автодом, потому что мы, в общем, путешествуем обычно там время, когда там в межсезонье или в холодный, зимний, и ездим в северные районы там, Европы. Поэтому для нас было актуально, чтобы именно зимняя эксплуатация была приемлема для этого автодома. Вот данный, так скажем, формат выбирали уже сейчас по итогам, да, всех своего опыта для себя очередной раз, потому что машина изначально нужна была для того, чтобы покрывать большие расстояния, потому что то есть мы ближайшие, так скажем, ореол уже, так скажем, посетили, и там и все места, которые люди, допустим, там проезжают транзитом, но они на самом деле тоже интересны, та же самая Польша, которую люди там вообще не недооценивают, на мой взгляд, там, да, и проезжают сюда мимо, там, стремясь более такие места, там, типа Праги или там, куда-то там Франция, Италия, да, там пролетает, тоже очень интересно, мы там несколько путешествий именно там по Польше посвятили в свое время. Но в данный момент, то есть если мы проезжаем, то мы едем очень далеко. Какие-то новые места всегда хочется открывать. Поэтому машина, с одной стороны, она должна быть достаточно, так скажем, быстро передвигаться. То есть если там есть разрешение там, на автобане 130, то мы должны с этой скоростью двигаться. То есть, при этом комфортно, да, должно было быть. Вот. Второе, почему такой формат, то есть эта машина позволяет ехать быстро, то есть в потоке с легковыми автомобилями. Достаточно экономично при этом. Второе, машина внешне по габаритам, так скажем, приближена
все-таки к легковым фургонам. Плюс она внешне меньше отличается от обыкновенных автомобилей, таких микроавтобусов туристических там, или каких-то фургонов, поэтому мы можем себе позволить в современных условиях, несмотря на все ограничения там в Европе, заехать в центр какого-то города, закрыть боковые окна, открыть люки, чтобы был свет, встать и спокойно пойти гулять прямо в самом центре города. Вечером прийти, переночевать и поехать дальше. То есть нам не надо искать там специальные где-то площадки на окраине, вопрос там добраться, переехать. То есть мы можем встать практически в любом месте, эта машина позволяет проехать куда угодно. Даже там в центре каких-то там узких там улиц, где там в старинных городах и так далее. И встать, и не привлекать придет там повышенного внимания. Что мы здесь там кемперимся, там, где, допустим, нельзя. Вот. Третий момент, почему, опять же, Kastenwagen, потому что это все-таки цельнометаллический фургон. Это машины серийные, соответственно, там, в случае каких-то там дорожных, там, ну, камень прилетает в стекло или еще что-то, какие-то повреждения, то есть это все ремонтируется более простым способом, чем, допустим, на машине, на которой там стены следующей панели или там пристегнутая несущая мебель. И плюс к этой машине, то есть она не на ходу, не так, в общем, так шумит. То есть в отличие там от несущей мебели, как там во всех автодомах, да, классические, здесь есть жесткие стены, и мебель, соответственно, стоит жестко, плотно, и ничего тут на ходу, то есть приближен комфорт по шумности именно в виду, там, к легковому автомобилю. То есть это гораздо приятнее. То есть шума такого нет, когда там гремит посуда, еще что-то. То есть у нас здесь ничего не гремит. То есть я могу ехать, допустим, там, вот, по Владимирским дорогам спокойно, совершенно в потоке с легковым автомобилем. Вот. Это что касается. И в случае, говорю, каких-то там форс-мажоров, повреждений, то есть это все меняется, то есть нет дорогостоящего ремонта там, и долгого ожидания. То есть машины быстро ремонтируются. Ну, это то, что касается самого формата. А вот в данном еще, как бы, если внутренности уже смотреть, то есть здесь реализована такая уникальная, как бы, система с кроватью. Для этого пришлось немножко с крышей поработать. Потому что здесь, в отличие от любого Kastenwagen, здесь две раздельные зоны спальные. То есть сделано немножко, конечно, у нас на вырост. То есть там у нас сзади полноценная кровать, king size. То есть она 1,85 м на 1,95 м. То есть там две раздельные кровати продольные, которые соединяются в одну общую. И, соответственно, вот здесь вот тоже кровать, которая опускается, получается полноценная 1,85 м на 1,50 м. И при этом можно в столовой группе спокойно сидеть. То есть там, если кто-то ребенок спит, то здесь можно сидеть там и общаться. То есть здесь можно сделать, так скажем, полноценно для 4 человек, в принципе. То есть это раздельные, то есть детская и взрослая там зона. На любом Kastenwagen такого больше сделать невозможно. Потому что это либо будет двухъярусная кровать там сзади, где там дети спят над родителями, либо нужно раскладывать здесь столовую группу. То есть вот здесь вот в этом как бы уникальность конкретно вот этой модели машины. Ну и последнее, что вот, тоже опыт наших путешествий показал, что так как мы ездим в зимний период, вопрос отопления электроэнергии, да, здесь поэтому решен именно с заточкой на холодное время. То есть у нас нет здесь никаких солнечных панелей, потому что солнце зимой либо панели либо прикрыты грязью, либо снегом, солнце находится низко, соответственно, на крыше солнечные панели практически не работают. И поэтому нет реализации солнечных панелей, и отопление, и все остальное здесь тоже ушли от газа. То есть у нас нет почти газа. То есть газ используется только на газовой плите. Здесь стоит дизельная печка Трумма с бойлером горячей воды. И холодильник здесь тоже работает, то есть компрессорный, который там и в жару, и в холод, то есть как он себе показал, то есть не зависит от внешней температуры. То есть работает всегда одинаково. Почему с газом? Потому что в Европу, куда мы в основном там ездим зимой, то есть газовые баллоны только на обмен. Соответственно, если мы где-то находимся в горах, то до ближайшего там крупного магазина Оби, где там можно эти баллоны поменять, нужно там километров 60 спуститься. То есть 60 километров туда, 60 километров обратно, раз там 4-5 дней, но как-то очень много времени это путешествие кладет. Причем эти 120 километров это серпантины горные, то есть это, в общем-то, не час, не два иногда занимает. Поэтому тут пока, в общем, в баке есть топливо, всегда работает печка, то есть работает все в машине. Ну, как бы вот то, что касается конкретно этой модели. Ну и плюс еще, если опять же тоже нюанс, в отличие от всех Kastenwagen, если там заметили, там сзади глухая стена. То есть переделана еще задняя часть.
То есть нет такого, что многие как любят, да, с кровати открыли дверь, ты смотришь, с одной стороны, какие-то красивые виды, но в нашем случае, когда мы в холодное время, то есть ты открываешь дверь, чтобы загрузить что-то в багаж, получается, что выстужаешь весь салон там моментально. Поэтому там багажник, как вот в автомобилях, в седанах, здесь отдельный доступ, отдельный, в общем, как в каких-то домах обыкновенных, то есть отдельная дверь туда. Бэушной машины нет. Второе, переделками, если ты строишь сам, там все передельщики, ну, минимум там это 3 месяца, насколько я знаю. А в итоге никто никогда сроков не выдерживает. Вот у нас, допустим, да, если ты строишь сам, это вообще в свободное время люди сюда делают. То есть это тоже огромное-огромное время. Если не время, то это деньги. Руки сейчас стоят очень дорого. Все оборудование, в любом случае, вот, которое здесь установлено, это все европейское оборудование. Оно к нам приезжает с хорошей наценкой, то есть с наценкой здесь уже местных продавцов и так далее. Ты все это вынужден здесь покупать или заказывать там, да, с тех же каталогов там. И в итоге, по факту, то есть если ты там сам делаешь, да, ну там получается выигрыш какой-то в деньгах. Если ты это отдал на здесь нашим производителям на производство, то ты ничего не выиграл, купив, вот, допустим, готовое решение или отдав вот какую-то машину, то есть фургоном отогнал на завод, который там на потоке это все делает. То есть деньги получаются те же самые. Поэтому лучше подобрать максимально подходящие, ну, на мой взгляд, да, подобрать максимально подходящие уже, то есть приближенно к тому, что ты хочешь увидеть в автомобиле. И сразу же заложить туда, чтобы все стояло именно то оборудование, то есть, ну, хотя бы схема, как здесь дизельное отопление, чтобы все потом не переделывать, и все стояло максимально уже приближенно. Да, какие-то нюансы потом можно там, их там доделать, там, условно говоря, там какие-то камеры, датчики, там, давление в шины, там, парктроники, еще что-то, мультимедию там внутри. Что-то можно доводить, там, даже, ну, там, поставить, условно говоря, там, пневмоподвеску или еще что-то. То есть какие-то такие моменты, которые там не занимают много времени, которые тоже на потоке стоят. Ну, вот что-то глобальное, то есть уникальное делать из машины, вот, ну, вот это не имеет ни по времени никаких как бы оправданий, но и сейчас и финансово не имеет оправдания. А потом, собственно говоря, это твой проект на всю жизнь, потому что это индивидуальное производство, и очень мало я знаю как бы вот людей, которые построили сами, потом это никто у тебя никогда не приобретет, потому что это твое видение конкретное было. Вот, и оно часто отличается там, от общепринятого. И, допустим, там, как в строительстве, ну, я опять же говорю, что это половина автодом, ну, то есть жилой домик, а половина автомобиль. Вот это в жилом домике, в чужой постройке, причем не профессиональной, да, там, то есть это люди, которые сами делают, потом разбираться в электрике, в водоснабжении, как каким там это сделано, и там что-то, если вдруг полетело, ну, то есть это ну, практически там невозможно, это надо все разобрать. В такой машине вот разобрать это очень сложно. То есть если в автодоме там классическом там, да, то есть побольше там доступ сюда есть, здесь вот как бы все закладывается изначально, и потом снять эту всю мебель, там это целая эпопея, то есть все проложено. Ну, конечно, с появлением ребенка, то есть у нас изменились, так скажем, график наших передвижений, потому что если раньше мы там могли сесть и меняясь там с женой вдвоем, даже в одни руки проехать куда-то очень далеко, то, естественно, тут как бы все было под режим кормления подстроено, это первое. Второе, ну, ребенок, когда там маленький, он там мало чего требует, а там где-то уже там с 2-3 лет, то есть начали включать, естественно, там какие-то точки интереса для ребенка. Потому что как бы он здесь там не сидел, как бы здесь не было просторно, он здесь раскладывает, там у него своя зона, то есть там игровая комната фактически, там, если мы на Альковнике в свое время ездили, то есть это, там была вообще просто полностью комната фактически в Алькове, которая, то есть, используется не для сна, а именно для игры ребенка. Вот, то, естественно, то есть появлением поменялись немножко и график маршрутов, и точки там, то есть и направления иногда там, то есть дополнительно выделяется время для еще одного члена семьи, который имеет там, значит, для себя, то есть третий отпуск фактически, то есть мы проводим там, где ему в первую очередь интересно. Вот. А в плане передвижения, естественно, у нас единственное, что мы не с самого там, раннего детства, то есть пришлось сделать небольшой перерыв. То есть ребенок у нас ездил в 3 месяца, но это короткие расстояния, там до Ярославля мы ездили, там, вот, то есть какие-то вот короткие поездки с ночевкой, то есть пробовали, как он себя там будет вести. Ну, аккуратно все это плавно вводили, то есть такого резкого, что он там то есть, просто взяли ребенка с собой и поехали как в обыкновенном маршруте, так у нас не получилось. То есть мы поменяли, естественно, все это самое, свои, так скажем, ну,
график, наверное, так можно, да, правильно выразиться. И, соответственно, ну, с ребенком тут все проще. Единственное, что во время, получается, движения, то есть остановки там, то есть, ну, горячее там питание у нас там все с собой. Усложнилось немножко провоз с собой продуктов для ребенка, потому что мясо, молочка запрещена. Бывает, да, используем, да. Ну, в основном, то есть это какие-то такие, ну, какие-то, может быть, перевозки или там холодное время от передвижения. Ну, потому что мы живем в Москве. Я, несмотря на то, что там такой заядлый автомобилист, до мозга корней, там, да, и путешествую, и работаю, все с автомобилем связано. Но наше московское правительство, оно усиленно борется с персональными автомобилями, да, там, ну, частными автомобилями в городе. В общем, в моем лице оно победило. Потому что летом я передвигаюсь на мотоцикле, ну, в связи там с пробками нашими, да, а зимний период, в общем, какой-то там каршеринг или такси, и общественный транспорт, ну, до пандемии, так скажем, эпохи. Ну, значит, мы в основном, конечно, кемпинги используем по минимуму, то есть у нас дикие парковки, да, там, или бесплатные какие-то стоянки, но это связано с тем, что мы, в общем-то, не стоим там больше 2-3 дней на одном месте, и даже если мы там приезжаем в горы, то есть мы подъезжаем прям к горнолыжному подъемнику, там, в принципе, там кемпинговаться запрещено, то есть и вечером, то есть заезжаем поздно вечером и уезжаем. Мы стоим прям непосредственно в точке, где мы там чем-то там занимаемся, спортом или еще что-то. То есть кемпинги используем там, ну, в общем, в редких случаях достаточно. Вот. В связи с этим, как бы, в автодоме там бывает в основном, то есть две проблемы. Это вода, да, и электроэнергия. Ну, в классическом еще газ в зимних период, да. Ну, от газа, говорю, вот мы убрали эту проблему. Все остальное, то есть у нас здесь стоит в машине увеличенный топливный бак на 120 литров, которого нам там хватает. По воде тоже особых проблем не испытываем, потому что, опять же, не засушливый, не в пустыне ездим. Поэтому здесь у нас 100-литровый бак чистой воды. И, в принципе, то есть, ну, бывает там, то есть у нас с собой мы возим там 19-литровые какие-то там дополнительный воду. Но всегда можно, в общем, там, где мы бываем, всегда можно набрать. Никаких там проблем, то есть с водой не возникает. А в случае с электроэнергией, то есть, в принципе, если машина передвигается, то есть на 2 дня здесь аккумуляторов хватает на поддержание жизнедеятельности автомобиля даже в зимний период. Поэтому если ты раз в 2 дня куда-то движешься, там, или просто там, хотя бы там, на полчаса или на час куда-то переехал, то этого зарядки хватает, чтобы восполнить и опять, там, допустим, на 2 дня. Так, это приурочено, как скажем, нашим стилем путешествия. Мы там не стоим где-то. Если бы мы стояли, конечно, где-то долго на одном месте, естественно, там удобнее, как здесь, вот, подключиться к электричеству, встать и там, к воде даже, там, если напиться. Ну, вот, ну, у нас такого, то есть, не бывает. То есть мы там 2-3 дня и поехали новые. Бывает так, что вообще все спонтанно, потому что в автодоме это можно делать, в отличие там, от прицепа. Почему, кстати, и не прицеп? И потому что это там и горы, это и дороги, которые закрыты для прицепов, и плюс прицеп это все-таки более такая, сказать, лагерная. То есть нужно приехать, поставить лагерь, разложиться, все обустроить, подключиться и так далее. И потом, чтобы быстро уехать, тоже нужно все это дело достаточно долго собирать. В автодоме, то есть мы можем собраться и уехать. То есть, допустим, если мы говорим про горы, то там вот может быть снегопад, а 20 километров в соседней долине прекрасная там солнечная погода. Ты собрался, посмотрел прогноз погоды, сейчас интернет доступен везде, и переехал. То есть у нас там, вот, когда мы начали путешествовать на автодоме, проблема, которая была там часто, то есть ты заранее бронируешь какие-то там гостиницу, если мы приезжаем на машине, да, и ты попадаешь вот в такую погоду, вот, и не было возможности никуда оттуда. То, что деньги оплачены, ты забронировал. Выехать обычно из гор быстро никуда невозможно, потому что это надо там спуститься там, в долину, минимум там, километров 15-20, иногда больше, там, и куда-то переехать. А тут мы, в общем, теперь для нас нету плохой погоды. То есть мы можем ехать, поэтому планы быть в одном месте, а по факту приезжаем по погоде ориентируемся. Потому что в автопутешествиях тоже, кстати, возвращаясь, очень фактор погоды сильно влияет. И на восприятие всего и вся, потому что люди, вот, допустим, там рассказывают, там, город понравился, город не понравился. Потом выясняется, что просто один попал, значит, туда, вот как мы там в марте делаем перерыв в лыжах, приезжаем в Венецию на 8 марта, да, там плюс 18 градусов отсутствует, вообще просто толпы туристов, прекрасная погода, вода, солнце, то есть
прекрасные, да, там памятники, можно погулять, у тебя прекрасное впечатление. А дороги люди приезжают там в дождливую погоду, льет, да, там куча народу при этом, все там где-то по каким-то кафе там под крышей. Ничего не увидел, не посмотрел, промерз. Там от кафе до кафе всего путешествия прошло, ничего не увидел, и потом, да, делится этими впечатлениями. Говорит, ну вот не зашел, город мне не зашел. Поэтому вот в этом плане я считаю, что должна быть комфортная обязательно температура для того, чтобы вот, ты, может, понял, да, там что-то. Хотя иногда бывает, что и мешает. Попали на Славки плюс 25. Курорт. И мы, собственно говоря, да, там проехали с экскурсией, посмотрели все. Но мы реально не почувствовали вот этого места, да, какое-то там, что должно быть какое-то впечатление, должно создавать, что это там тюрьма или еще что-то, монастырь какой-то там на окраине, там север и так далее. Курорт. Побыли 2 дня, планировали дольше, вы просто уехали, ну, потому что, ну, что, все посмотрели, на Заячий остров там съездили, жена написала 2 картины, все, план выполнили, поехали дальше по Карелии. Вот, поэтому тут тоже важно, и автодом в этом плане, конечно, именно вот автодом, не прицеп, даже там не просто там легковая, даже именно не прицеп, то есть оно позволяет вот нам в нашем формате, то есть передвигаться быстро и в зависимости там менять свои планы. То есть можем поехать, конечно, там с лыжами. У нас было там, эти пограничники не понимают вообще, то есть там, мы едем куда-то, у нас там и лыжи лежат, и там велосипеды, самокаты одновременно. И какие-то там, значит, эти пляжные принадлежности, там типа зонтиков, потому что можно планировать в одно место, а по факту при наличии как бы небольших расстояний, то есть, опять же, если Европу там брать, да, то можно уехать совершенно, то есть планировать в одно место, а попасть совершенно в другое. Ну, до, так скажем, пандемии вы самым путешествуем в Европе, там проблем, в общем-то, в принципе, никаких нету, потому что на многих автострадах есть слив-залив воды, да, и ты останавливаешься просто и бесплатно заливаешь. На заправках, это, кстати, тоже не только там, но и у нас. То есть, вот, допустим, в Вене на British Petroleum там можно, я одновременно заправляю и воду, и дизель с одной колонки. То есть там кран стоит прямо на каждой колонке. Просто подключаю к нему шланг, заправляя дизель, параллельно заливаю еще воду, добавляю туда. Ну, опять же, там экономия воды, тут как бы тоже свои нюансы есть. Допустим, если там мы остановились на автобане в Италии, в кармане, где слив воды, заправляя воду, в этот же момент там семья моется. Мы пополняем и сливаем там воду, то есть тратим ее, да. А в России, в принципе, любая там заправка брендовая, то есть там они являются, особенно там в Карелии, там плод цивилизации. Там их всегда, ну, то есть не будем там говорить какие, но они, там можно заправить спокойно воду, там есть всегда горячая вода, туалет, в случае чего, сейчас там во многих появляется душ, что, в общем, в принципе, проблем нет. Тут надо просто иметь с собой, у меня там, потом покажем, набор просто переходников под любой кран, в том числе и под бытовой, то есть отворачиваешь рассеивательный смеситель просто в кране воды внутри, даже если нельзя снаружи подключиться, шланги составляются и наливаешь этот обыкновенный, то есть ничего там не пачкая никому, не разливая воду, то есть даже, ну, просто подходишь, спрашиваешь, ну, для этого, конечно, нужно еще языками владеть за границей, в России. Тоже, в принципе, никаких особенных там проблем нет. На любой заправке подходишь, спрашиваешь, с задней стороны всегда там через подъехал и залился, или на автомойке той же самой. Видишь, что приходится там спросить, у вас там техническая вода замкнутого цикла или водопроводная. То есть, ну, водопроводной водой всегда спокойно мы справляемся. Вот. А в плане подключиться к электричеству, то есть нам это не требуется. То есть мы на ходу, двигатели прекрасно подзаряжают все аккумуляторы в машине, и, в общем, в принципе, у нас все хватает. У нас нет, видите, огромного оборудования, которое там ест, то есть у многих там телевизор висит, там микроволновки стоят, стиральные машины люди засовывают. У нас просто формат поменьше, вот, поэтому здесь это, во-первых, ну, не очень бы поместило бы все. Вот поэтому у нас таких вещей-то, собственно говоря, мало, потому что вот это все, оно за собой тянет еще кучу там всяких принадлежностей. Вот, и люди ездят с собой, возят там очень много. А потом этот вопрос еще стоит в том, что всегда перевес машины. И там, допустим, в Европе то же самое. Сейчас за этим уже начали сильно следить. И у нас там, да, там в Татарстане есть там системы, которые в электронном виде просто проезжая через камеру, она тебя перевешивает. Потому что машина категории «Б»,
после того, как здесь добавлена мебель, там, да, то есть здесь грузоподъемность там остается, ну, фактически разрешенная, там, килограмм 300. И когда люди там ставят дополнительные баки там на 200 литров, то есть 200 килограмм воды, еще что-то, да, то есть это как бы чревато. Особенно там, если ты уезжаешь в Европу, то есть, ну, вот у нас вот знакомые караванеры, да, имели там опыт, то есть перевешивание на дороге. Останавливают тебя, перевешивают, и если там имеешь категорию разрешенную грузовую, то еще это просто какой-то штраф за выгрузку вещей, а так можно, в общем, загреметь на более серьезные какие-то последствия, там, вплоть до штрафстоянки и так далее. И, естественно, то есть у нас все маршруты в этом сезоне прошли по России, то есть мы там посетили юг, там, Краснодарский край, Крым, вот. И второе, что поменялось, то есть мы посетили в летний сезон, то есть родную страну, наконец-то, да. То есть мы, конечно, не любители пляжного отдыха вообще, в принципе, и, то есть если заезжаем, ну, чисто вот там ребенка там, то есть на какие-то пляжи там мимоходом. А тут мы вот пришли целенаправленно, поехали на юг, вот, в Краснодарский край, и там, то есть, ну, это, правда, все равно там начало сентября, да, но тем не менее, то есть, ну, обычно летом мы, то есть, у нас работа, и, то есть, максимум, куда мы можем себе позволить вырваться, это вот наша загородная, то есть, дача там. Вот. А в этом году, то есть, мы умудрились, наконец-то, как все нормальные, значит, эти путешественники, караванеры, то есть, приехать на юг, стоять там где-то лагерем, значит, в кемпинге, посещали там в Краснодарском крае, около Орленка. У нас это там одно из любимых мест у нас. Вот, потому что обычно я туда добирался там на мотоцикле, то есть, когда там на какие-то мероприятия типа Формулы-1, я ездил в Москве, вот это. Вот, единственное, что там какие-то проблемы там с водой, да, которая существует в Крыму, там, с заправкой, там, да, ну, просто дополнительный какой-то, то есть пришлось выделить место, что от чего-то там отказаться, добавили просто воды, которая там помимо основных баков у нас там ехала с собой всегда, запас НЗ. Ну и второе, получилось, то есть я приобрел солнечные панели раскидывающиеся. То есть это не стационарные, которые раскладываются, да, а прям такая вот сумочка, там 4 панели по 50 ватт со своим контроллером, который в любой момент ты просто рядом с машиной ставишь или раскладываешь, и они дают тебе дополнительный заряд. Это как раз для того, что получалось так, что мы все-таки дольше стояли. Хотя, в общем, максимум, что мы там себе позволили, это недели, а потом не выдержали, все равно уехали и поехали, значит, по кавказским там термальным источникам и горнолыжным курортам присматривать как раз к зиме места для заезда. Ну, наверное, самых последних, то, что нас поразило, хотя это было достаточно тоже давно, это Норвегия, север. Это Лафатенские острова, это вот север, прям самый север Норвегии. Потому что ты попадаешь как будто там на другую планету. И в реальности это именно то место, куда именно удобно, наверное, да, и имеет смысл, прямо практический смысл приезжать со своим домиком. Потому что отсутствие какого-либо там жилья на месте, если там это есть какой-то там хютта, да, то есть это просто деревянный сруб без всяких удобств и так далее, который стоит 100 евро в сутки, да, там, ну, и добраться туда тяжеловато. А так при этом, то есть это пейзажи, которые вообще нигде, по-моему, не встретишь в Европе больше нигде. Совершенно сюрреалистические там виды, потому что если мы там в июне ехали, это в отличие, кстати, от многих, которые там по опыту Карелии ездят туда, там, когда тепло уже в августе, да, вот в июне, вторая половина июня, как там потом мне норвежцы рассказывают, это самое лучшее время для путешествия, опять же, возвращаясь к погоде, потому что, несмотря там на все там фотографии из интернета и так далее, Берген самый дождливый город в мире, там, и так далее, 2 недели мы путешествовали по Норвегии, полярный день и солнце, которое светит целый день, тебе голубое небо. Ни единого облачка за 2 недели. Вот. И при этом, то есть мы едем, то есть по северной Норвегии, у нас работает кондиционер, мы сидим в футболках, светит солнце. За окном у нас белоснежный пляж, вот прям лазурное море, не хватает только пальм, вот для того, чтобы ощущение баунти. И вот все в том, что как проезжающие мимо мотоциклисты в снегоходных костюмах, они возвращают тебя в реальность, что за окном плюс 5. Когда ты там едешь по дороге 3-метровые, значит, эти срезы снега с 2 сторон, там, допустим. Но при этом, то есть, это вот виды, потому что нет растительности, там только мох, нету вообще там нету. То есть видовые площадки вообще в любом месте. Там жена, то есть она сказала, что она тут готова вообще там остаться на полгода, только подвозите меня холсты, я тут буду писать. И мы
У нас был момент, мы переезжали шведско-норвежскую границу, наверное, раз 6 в день. То есть мы едем, говорит, вот здесь место мне хорошее. То есть она видит из окна, она сразу как смотрит, как, значит, у нее должен быть вид. Здесь, потом здесь, потом здесь, а потом нет, там было чуть раньше. Разворачивались, мы поехали обратно, посмотрели еще раз. И так вот мы, то есть у меня там только приходили смс-ки, что там приветствую в одной стране, то в другой. Мы там пересекали, значит, туда-обратно. Вот это, то есть Лофотен и сам вот север Норвегии, вот эти все, ну и плюс там можно, конечно, там вот все спуститься, то есть сама дорога там Атлантическая мы проехали, известная, там, да, это во всех рекламных роликах. Там. То есть вот это именно, когда приезжаешь, вот совершенно у тебя переключение. То есть не только просто поменял там место, как обычно народ говорит, отдых, надо просто поменять место, уехать, и уже как бы ты переключаешься, отдыхаешь. А там вообще просто, как будто ты вообще уехал с нашей планеты, просто попал в другую. Вот совершенно все по-другому. Ну, вот я люблю там Северную Италию, допустим, Лигурийская там. Это тоже то место, куда можно приехать и получить сразу все. Потому что ты можешь там какие-то свои там, если там пляжный там отдых получить. Можно съездить, посмотреть какие-то достопримечательности, там, да, все там рядом. Монако, или в другую сторону Вену и так далее. Люди там увлекаюсь, там историей, люблю географию, историю, поэтому для меня все это интересно. И в-третьих, ты можешь тут же подняться чуть-чуть выше в горы и пойти пособирать белых грибов. Прямо вот в русском лесу фактически там, ну просто там, конечно, под наклоном, но все равно там березы и так далее, реально набрать белых грибов. Потом опять спуститься и тогда опять на Лазурном побережье. То есть, ну, вот это вот как бы интересно, когда у тебя есть какие-то такие вот разнообразные моменты. Вот. Ну, как бы интересно, да. Ну и горы. Третье, горы, наверное. Ну, Кавказ, как бы я там молодость свою нашу там посмотрел. Для меня, наверное, там уже не открытие. А вот в Европе тоже там в Альпах есть места. То есть мы там проехали все видовые дороги. Вот это, наверное, тоже интересно. То есть эти горные тоже не очень, так скажем, у нас там популярные там места, там типа озер австрийских, там где-то в горах, в которые там можно и купаться, то есть они теплые достаточно зимой, летом. Да, и видовые дороги, то есть увлекательные, где можно тоже подняться. То есть мы вот любим то, что попадаешь в другое, всегда, так скажем, не только меняешь место, но меняешь прям себе ощущение в виде погоды. Потому что, допустим, приезжая там в марте месяце, те же самые горнолыжные курорты, даже вот сейчас в Тархыс, да, там уже днем плюс 15, длинный световой день, и когда приезжаем из нашей Москвы, где там ты к марту месяцу накапливаешь вот это вот ощущение серости постоянной, там какой-то там грязи на улице, да, там отсутствие солнца, недостаток и так далее. Ты приезжаешь в солнечные горы, у тебя днем там бывает там и плюс 15 градусов, ты в футболке уже. То есть выходишь такой вот, начинаешь себе, то есть ускоряешь приход весны. Птицы поют, там все хорошо, при этом ты можешь пойти, то есть подняться, позаниматься там лыжным спортом наверху, покататься на лыжах, опять спуститься и опять там в комфорте. То есть вот мы любим именно вот, поэтому вот у нас ощущения самые яркие, наверное, от этого. Хотя, в принципе, то есть и, конечно, города, то есть любим посещать там тоже какие-то там, смотреть. Ну, вот это, наверное, то есть природа, она больше вот для жены, для моей точно совершенно, потому что она рисует, пишет картины там с натуры, и для нее там, конечно, природа на первом месте стоит. Ну, собственно говоря, если говорить про любые автопутешествия, не только там на автодомах, это именно приключения. То есть это не отдых. Потому что вот мы с большим опытом, я считаю, уже достаточно 20 лет. Но в каждой поездке я осознаю реально что-то новое. То есть для меня то есть, бывают случаи какие-то, то есть мы попадаем в какие-то такие ситуации не очень приятные, ну, которые, в общем, не происходили с нами до этого никогда. Хотя казалось бы, уже там, ну, по накатанной уже все должно идти. Никаких, правда, там неприятностей плане там обворовывают и так далее. То есть, ну, потому что как бы на это всегда обращаем внимание, то есть не происходило. Кроме вот того, что украли там антенну в свое время, свинтили. Ну, в автодоме неприятностей, но это опять же тоже связано у меня с зимним вопросом. У меня чуть не произошел пожар на машине. Но как бы это связано было с тем, что был Хьюмер, который, ну, то есть не все там было продумано для того, чтобы ездить по снежным нашим дорогам
собственно говоря, просто из-под задних колес налипал снег на провода, которые идут там задним фонарям. Фонари стояли там открытые, то есть просто в бампере, как это обычно, то есть на всех полуинтегралах там, да, выдернул эти провода, они там, произошло короткое замыкание, предохранитель не сработал, начало гореть. То есть угол автодома, там вовремя просто видел, там что подсказали, люди, в общем, остановились, помогли, им там потушили все, то есть без особых последствий. Ну, в принципе, конечно, то есть вопрос вот в этом плане тоже, то есть, там, гореть в машине, еще чего-то, то есть какие-то там, всегда надо думать об этом, потому что здесь вот я, собственно говоря, устанавливаю, у меня это выхлоп дизельной трубы, я просто вышел, посмотрел, откуда ветер, и встал так, чтобы она дула туда. Ну, потому что это, конечно, маловероятно, да, там, что там газы куда-то внутрь зайдут. Ну, вот об этом просто надо немножко там, ну, задумываться, так скажем, загодя, и тогда, в общем, никаких особых проблем не возникает. Ну, изначально это было то, что я просто люблю автомобиль, люблю дорогу. И, так скажем, мое стремление там посмотреть какие-то места, то есть любовь там к истории, географии, доехать, это как бы вот это все вместе привело не к караванингу сначала, да, а именно к автопутешествию. Потому что на автомобиле ты, неважно там, да, с возможностью там проживания, без, ты, в общем, видишь все несколько в другом свете. То есть, когда ты прилетаешь в Египет тоже там на самолете, да, ты попадаешь в место какое-то, да, и начинаешь его исследовать. Всех отпуск обычно там не бесконечно занимает времени. Ты неделю просто проводишь в изучении этого пространства, потом ты начинаешь его осваивать там, да, вот, и к концу своего отпуска ты уже понимаешь, что там, куда, и как вообще тут люди живут, ну, если тебе это интересно, да. Мы как бы все-таки исследователи какие-то, да, можно сказать, да, то есть, когда ты едешь на автомобиле, ты видишь страну, или там несколько стран, через которые ты приезжаешь изнутри, не из окна самолета пролетает над ней. То есть, можно, говорю, прилететь и увидеть там город Париж, да, а можно проехать по стране, познакомиться с большим количеством интересных людей, посмотреть, как люди живут, пообщаться, если там владеешь языками, да, и совершенно это другие впечатления. Это первое почему, да. Второе, со временем, то есть стала необходимость возить какие-то вещи с собой необходимые в наших, так сказать, путешествиях. То есть, ну, как минимум, там, помимо спортивного оборудования, которое мы там возим, да, то есть жена у меня возит с собой холсты, краски и так далее. Холсты предназначены для написания с натуры пейзажей, краски масляные, соответственно, сохнут не очень быстро. Для этого там целое приспособление у нас есть по стойке специальной, в которой эти холсты определенного размера встают, при этом, то есть, на ходу не болтаются, друг друга не пачкают, не смазывают картин. То есть это все возможно осуществить только никаких там самолетов и так далее, то есть только на своем транспорте. Вот. А третий момент, после путешествия на автомобиле легковом, когда перешли путешествие на автодоме, выяснилось, оказывается, что во многие места, куда мы приезжали на легковом автомобиле, и там есть проблема такая, что какие-то туристические места в центре городов, парковка ограничена для легковых автомобилей там, по срокам там, 2 часа, 2 евро в час, и потом иди и переставь эту машину. Если ты уходишь на целый день, это жутко неудобно. Допустим, пошел смотреть какие-то замки, там Блуа. Когда мы туда приехали первый раз в замке Луара на автодоме, я понял, что в те знакомые места, куда я парковал автомобиль, я туда на автодоме не въеду, потому что у французов есть ограничения для того, чтобы кемперы не заезжали. И мы сначала расстроились, но это было недолго, потому что выяснилось, что, оказывается, при каждом туристическом вот этом точке интереса существуют места, то есть специальные парковки для автодомов. Как вот сегодня озвучивали. Значит, оборудованные сливом, заливом воды. Стоять можешь сколько хочешь, 5 евро в сутки за шлагбаум. Там полуохраняемая фактически там территория под камерой. Плюс есть свой бесплатный туалет. Есть даже свое туристическое бюро. И ты встаешь прям около объекта, который тебя интересует, не там за 2 евро в час, а за 5 евро в сутки на закрытой территории, куда кроме автодомов никого не пускают. То есть выяснилось то, что в Европе эта инфраструктура это заточена под владельцев автодомов, которые в массе своей там являются пенсионерами. То есть люди, у которых много свободного времени, но не очень много денег. И они там стоят, допустим, месяцами на бесплатной парковке, которая находится вот прям в центре города какого-то, да, туда не пускает никого, кроме автодомов, ты не можешь туда заехать на легковом автомобиле. То есть это именно экономический, то есть момент, когда ты можешь и удобство, и экономику, то есть подъехать туда, куда невозможно подъехать даже
казалось бы, да, на легковой более маленький автомобиль, а на автодоме можно встать. И еще автодом применяется, то есть в нашем случае мы, допустим, любители там посещения каких-то мест, когда происходят какие-то там мероприятия. Он тот же самый, если там взять Октоберфест в Мюнхене, где ты в момент вот этого проведения там, пивного фестиваля, мы были там 7 раз, такие завсегдатые, то есть ты приезжаешь и за бешеные деньги, то есть там гостиница возрастает в 4-5 раз стоимость на эти 2 недели, но при этом существует временный кемпинг, Октоберфест кемпинг он называется, прямо в эпицентре, прямо рядом с Вейзенлогом ставится готовая кемпинговая площадка со своим пивным шатром, и ты приезжаешь, сразу окунаешься в атмосферу, и стоит это 30 евро в день. Вместо 500, условно говоря, там, если ты в центре Мюнхена ты будешь жить. То есть это вот приехать, то есть автодом позволяет именно тебе приехать не просто там в какие-то места, где нет жилья вообще в принципе, а ты можешь приехать, если, допустим, здесь много раз был там в Мюнхене или еще где-то там, да, приехать уже, то есть это опять же новое впечатление. Ты можешь туда приехать именно на время какого-то мероприятия. И при этом запарковаться, встать со своим жильем, со своим там посудой, постельным бельем и получить в удобном месте и за более вменяемые, так скажем, по финансам деньги проживание прямо в центре, эпицентре какого-то мероприятия. То есть вот там вот в Венеции, там карнавал или еще что-то, да, когда нету мест. Вот сейчас вот горнолыжная вот пандемия, горнолыжный сезон, мы горнолыжники планируем, то есть 90% букинги я смотрел забронировано все там, всех гостиниц. А при этом мы приедем спокойно, я думаю, в Архыз, встанем там на площадке около подъемника на Лунной поляне и прямо в центре и будем кататься. И все. То есть когда нет возможности, то есть есть жилье, да, но либо оно стоит запредельных денег, нет возможности, когда, то есть массовое какое-то мероприятие, ты можешь приехать на автодоме и все получить, все то же самое. То есть в том же плане, если экономика опять сравнивать, то есть мы 2 года назад, когда там не было снега на Новый год, опять же горнолыжный сезон, приехали в Австрию, нету снега, да, и мы просто передвинулись. В итоге единственное пятно, где был снег, это был Сент-Мориц, самый дорогой горнолыжный курорт там, в Швейцарии. Но для нас это одинаково по цене, потому что здесь, что там для нас стоимость одинаковая. То есть мы можем жить в каком-то там, значит, эконом-курорте, да, а можем жить там просто в фешенебельном, где там Роллс-Ройсы ездят по улице, там, да, или в магазин. Но для нас это финансово будет одинаково. То есть вот именно для таких вот вещей автодом он имеет не только там, так скажем, удобство, ты едешь совсем своим, но еще и тут уже экономика добавляется, что финансово это гораздо дешевле и проще. Ну, наверное, люди, которые любят там какой-то отдых стационарный, пляжный, наверное, не стоит, наверное, даже начинать. А люди, которые попробовали сначала хотя бы в автопутешествии, поняли, что это им интересно, что интересно перемещаться, что видеть новые места и знакомиться, главное, то есть с людьми. Потому что ты, когда едешь, ты постоянно находишься с кем-то в общении, и очень много таких у нас там, встреч, знакомств с единомышленниками. Когда понимаешь, что это интересно, прям не задумываться, наверное, и начинать просто путешествовать, независимо от того, есть у тебя там подготовленный автодом, там еще чего-то. То есть люди есть, которые многие там готовятся, всю жизнь строят, но никуда при этом не ездят. А потом, когда он наконец построил, он куда-то выехал и выяснил, что половина, что он там это делал, это все неприменимо. Потому что все-таки даже если, то есть возможность поехать, можно, то есть взять там или купить, или там построить, да, минимальный набор. То есть там, чтобы было спальное место, было какое-то отопление автономное, и все. И можно, в принципе, ехать, путешествовать, и дальше уже по своим потребностям. Потому что в реальности люди могут не всегда представлять заранее, что им там окажется важным, а что для них не важным. Ехать и просто пробовать. И не останавливаться, путешествовать, а дальше уже все автоматически уже можно будет тогда приближаться уже к тем, чтобы улучшать комфорт в этих путешествиях. А вы уже готовы отправиться в ваше первое приключение на автодоме? В любом случае, оставайтесь с нами. Это канал «Яхта на колесах». Подписывайтесь, жмите в колокольчик и самыми первыми узнавайте про наши новые, самые интересные ролики. До новых встреч, пока!